Сегодня я высказал свое мнение в соцсетях, где я есть, собственно, это Facebook, Twitter и ВКонтакте. Свое мнение по поводу высказывания одного человека. Одного человека, вы сами знаете какого человека, вы сами знаете какого высказывания. По поводу того, что он зауважал правый сектор 2 раза в своей жизни. Ну и полетели, как говорит наша любимая или нелюбимая Земфира, и полетели ножи и стая упреков. Упрек номер раз, это он так пошутил, это он тонко потроллил. Он пошутил, потроллил. Смотрите, люди есть, которые воспринимают определенных людей как людей безгрешных, как людей, которые не могут сморозить глупость, как людей, которые не могут сказать какую-то полную ахинею. Поэтому люди начинают выдумывать оправдания. Вот оправдание номер раз, это он потроллил и пошутил. Давайте внимательно посмотрим это видео. Вы видите шутки, вы видите какую-то улыбку, троллинг, или вы видите человека, который говорит всерьез, а? Вот, львовяне поднялись, молодцы. Правый сектор сказал, долой Порошенко. В первый раз в жизни, два раза я уважал правый сектор. Когда они сбили геев во Львове, в смысле в Киеве, простите, и когда пытались убрать Порошенко. Вы знаете, в первый раз в жизни я понял, что да, в правом секторе нормально такие же мужики. Как в анекдоте, Штирлиц. По Берлину идут геи, не штурмовики, это геи. Ну, до чего вы катитесь? Чтобы страна превратилась в какую-то европейскую клоаку? Не надо. Упрек номер 2 ты вырвал из контекста. Ну из какого контекста? Вот только что видео было. Можете посмотреть, ну я не знаю, больший отрезок. Упрек номер 3. В общем-то даже не упрек, а вот как бы выдумка. Враг моего врага, мой друг. Вот мой враг это Порошенко, а вот ПС сейчас враги Порошенко, значит они мои друзья. Я прекрасно знаю психологию людей, которые выгораживают вот этого человека. Эти люди считают, что Бандера это просто исчадие ада. А почему вы так считаете? Ну вот Бандера увидел, приходит Гитлер, а советская власть это враг. Гитлер враг советской власти, значит я с ним объединюсь. Вы скажете, эй, стой, но он же должен был видеть, что Гитлер это просто сумасшедший маньяк. Ребята, а правый сектор это кто вообще? Вот смотрите, я первый раз зауважал правый сектор, когда они начали бросать в живых людей коктейли Молотова. Второй раз я их зауважал, когда они участвовали в сожжении живых людей в Одессе. Ну и третий раз просто респектом и уважухой воспылало мое естество, когда они пришли на Донбасс и начали там мочить. Еще меня упрекнули, мол, он так тонко потроллил и сравнил, рассказывая там часть анекдота, правый сектор с геями. Так вот вы врете, ребята, потому что давайте послушаем полный анекдот. Это Мюллер, по-моему Мюллер, просыпается ночью и видит будущее, что по центру Берлина маршируют геи, а не штурмовики. Штирлиц, ты знаешь, что сейчас Третьим Рейхом руководит фрау вот с такой вот задницей? А по тротуарам маршируют геи какие-то. Не штурмовики, представляешь, а геи. Представляешь? Евреи, в их руках все банки и газеты. Ну и теперь, собственно, по поводу геев. Подскажите мне, может быть, я просто не знаю, да, вот там первый раз зауважал за то, что они избили геев. А сколько населенных пунктов на Донбассе обстреляли геи? Скольких людей они убили? Скольких людей они замучили? Скольких людей они сожгли в Одессе? Сколько там геев как бы участвовало в сожжении людей? Ну вот просто расскажите. Ну по поводу клоаки европейской не дадим сделать. Ну да, не дадим сделать европейскую клоаку по типу там Нидерландов, к примеру. У меня к геям отношение разное. Но не это основная проблема данного государства. А объединяться с людьми, с которыми не надо объединяться, нельзя ни при каких условиях. И нельзя респекты посылать убийцам и маньякам. Можно же сказать, смотрите, батальон СС, они были смелые в бою. И были смелые в бою многие. А при этом еще и пару деревень сожгли. И не пару, а десяток. С живыми людьми. Так что им респекты слать? А? Ну и самое интересное. Порошенко управляем. Ему позвонили, он потух. Он вчера говорил за то, что война до победы. А потом он начинает лопотать про особый статус. А Луценко уже выходит на сцену и картавит о том, что надо прекращать войну. Прекращать надо. Прекратите войну. А что правый сектор при этом? А правый сектор хочет мира? Или правый сектор хочет мочить людей на Донбассе? А? Это было мое личное мнение. Мне абсолютно фиолетово на все персонали. Я понимаю, что многих людей я мог этим огорчить. Многие люди могут на меня разозлиться. Но от этого свое мнение я не изменю. И оно будет таковым, которое есть. Вы можете уважать человека, не уважать человека. Но когда человек откровенно мог бы промолчать, а сказал то, чего говорить не надо, вы можете сказать, да, я его уважаю. Это уважаемый мною человек, но он не то сказал. Ребята, будьте честны хотя бы по отношению к самим себе.